Всем привет! Сегодня я покажу вам, как производится паркетная доска. Я приехал на фабрику Косвик, паркетные доски которой, я думаю, что вы часто могли видеть в интерьерах с нашим дизайном. Еще я расскажу пару слов о Республике Беларусь, я здесь впервые. Друзья, обязательно поставьте лайк этому видео и подписывайтесь на наш канал. Погнали! Как театр начинается с вешалки, так и фабрика паркета начинается, конечно же, со склада сырья. Склад кругляка находится в логистически правильном месте, рядом с железнодорожными путями. В производстве паркета в качестве верхнего и нижнего слоя используются ценные породы дуб, ясень и даже американский орех. В качестве центрального слоя используют березу, но об этом чуть позже. Со склада дерево поступает в цех первичной обработки, цех фриза. Здесь стволы дерева распиливаются на обрезную доску. Получается паркетная заготовка или фреза. К сожалению, мы были в цеху как раз во время перерыва, и мне не удалось заснять, как распиливают кругляк. В общем, эпичного слоумо сегодня не будет. Качество паркета на 90% зависит от того, как дерево высушено. После распила заготовки теоретически можно высушить и на улице. И в естественных условиях это займет примерно 30 лет. Поэтому технология другая. Сначала заготовки сушатся 4-6 недель на открытом воздухе естественным способом. А дальше используются итальянские сушильные камеры. На древесине установлены датчики, измеряющие влажность и температуру. Все работает в автономном режиме. Дерево в первую очередь сохнет с торца, поэтому его специально обрабатывают для предотвращения растрескивания. В процессе сушки дополнительно происходит увлажнение. Увлажняют чуть меньше, чем забирают влаги, и так много раз в течение 3 недель. И таких вот мелочей очень много, и каждая мелочь влияет на итоговый результат. Высушенные заготовки поступают на станки, где фрезеруются в размер. Очень важно, чтобы в заготовках не было внутреннего напряжения. Фрезеровочное оборудование стоит порядка $1 миллиона и заменяет работу 30 человек. Но все равно на производстве очень много ручной работы и контроля. Откалиброванные заготовки разрезаются на тонкие ламели для всех 3 слоев будущего трехслойного паркета. Центральный слой инженерной доски береза. Она в 2 раза стабильнее, чем хвойные породы, и в 8 раз, чем массивная доска. К слову, фабрика полностью отказалась от производства паркета из массива. Слои клеятся в перпендикулярном направлении, что дает максимальную стабильность паркета. Помните об этом, когда вам предложат двухслойный паркет, он менее стабильный. Я был на огромном количестве фабрик в Европе, и для меня очень важным различием всегда был уровень чистоты на производстве. Я не понимаю, почему у одних всегда чистота и порядок, а у других грязь и бардак. Здесь меня все очень порадовало. Паркетная доска проверяется на трещины и другие изъяны. Все, что найдено, тщательно реставрируется. То, что нельзя починить, обрезается. Я сразу вспомнил, как мой паркет заделывали после монтажа мебели, когда монтажники поцарапали пол. Следующий цех – лакировка и покраска. На доску наносится шелковое масло или лак. Мне часто задают вопрос, можно ли нанести лак дома? Здесь то же самое, что и в покраске автомобиля. Заводского качества можно добиться только на производстве, а не в гараже. Все, что производится на фабрике, поступает на склад готовой продукции. Здесь хранится паркет и стеновые панели, а также мелкосерийные изделия. Склад вмещает порядка 100 тысяч квадратных метров паркета. Но так как продукция очень быстро сменяется, разъезжаясь по всему миру, объема склада вполне хватает. Мне всегда казалось, что на таких огромных складах ничего не найти, но здесь все работает как часы. Пара слов о Беларуси. До Минска из Питера лететь всего час. Природа очень похожа на центральную полосу России. Те же бесконечные зеленые поля, а отель, где мы жили, находился в Сосновом Бору, очень похожим на леса Карельского перешейка. У нас был очень плотный график, и на посещение Минска, к сожалению, совсем не осталось времени.
Мы посмотрели город только проездом. Первое впечатление напомнило маленькую Москву. Те же Сталинки, зелень и широкие улицы. Кроме посещения фабрики, нам еще очень много всего рассказывали об истории, миссии и философии бренда, что еще раз показало отличие крупного серьезного производства от гаражных паркетчиков. Друзья, мне очень нравится паркет из дуба натурального цвета. А какая доска нравится вам? Обязательно напишите об этом в комментариях. Монетизация сейчас не работает, поэтому я оставлю ссылочку на наш Бусти в описании. Обязательно поддержите наш канал и выход новых видео. Обязательно поддержите это видео лайком, подписывайтесь на наш канал, не пропустите новые видео, а также переходите во все наши социальные сети, там очень много всего для вашего вдохновения.